Рыбаки заметили гроб в центре озера. Открыв его, они замерли от страха. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Николай работал в рыбацкой артели уже много лет. Ему еще повезло, что устроил его туда давний товарищ. В то время вообще с работой было напряженно. Семья у Николая была большая. Жена, мать жены и 5 детей. Где он только не пытался заработать, но все это были маленькие временные заработки, а детям кроме еды еще и одежда нужна, и в школу собрать. И вот однажды знакомый предложил Николаю поработать в рыболовецкой артели на Ладожском озере. Там мужики уходили на воду на несколько дней. Тяжело, но зато улов и стабильная большая зарплата. Николай работал больше остальных, подменял других, выходил сверх нормы. «Ты как будто из камня высечен», — говорил ему старший капитан. С тех пор прошло много лет. Приятель уже не работал в том месте, а Николай к тому времени стал капитаном своего корабля. Так получилось, что он вроде как подсидел своего друга. Давным-давно, когда набирали команду на новый сезон, старый капитан взял Николая, а приятеля нет. Сказал, что Николай один за 10 работает, а товарищ любит отлынивать, отдыхать и сидеть на больничном. Друг обиделся на Николая, а из-за безработицы ему пришлось уехать. Когда Николай стал капитаном, он хотел взять приятеля обратно, хоть и знал, что тот плохо работает, но чувствовал перед ним вину. Николай пытался найти бывшего друга, но так и не получилось. Даже родители точно не знали, куда он уехал. Годы шли, дети повзрослели, выросли и разъехались. Стал Николай замечать какую-то холодность со стороны жены. Ну, а что делать, не молодеют, да и он тоже постоянно на работе. Как-то раз в одном из плаваний что-то стукнулось о борт корабля. Неужели бревно? «Не дай бог пробоина», — подумал Николай. Подскочил и побежал осматривать судно. К кораблю прибился гроб. Вот это находка! Господи, откуда он здесь? Прямо посреди озера. Правда, неподалеку был остров, но он был совершенно необитаемый. На острове не было ни кустарника, ни травинки, только камни. Даже птицы там не гнездились. Николай поднял команду, и мужики достали гроб на борт. «Вскрываем!» — скомандовал Николай. Гроб вскрыли и ужаснулись. Рыбаки увидели там то, чего никак не ожидали увидеть. В гробу были дети, мальчик и девочка. Им было лет по 10. Но самое странное было то, что дети выглядели так, как будто они легли в этот гроб недавно. Николай осмотрел их и понял, что они живы, но, скорее всего, не спали, а потеряли сознание. Их перенесли в каюту капитана и стали отогревать и отпаивать. Было видно, что дети находились в сильнейшем шоковом состоянии. Пришлось возвращаться домой раньше времени. Детей нужно было передать в больницу. Вся команда вернулась в порт раньше срока. Детям вызвали скорую и отвезли в больницу. У Николая было похолодание в отношениях с женой, но он никогда не думал, что жена может его предать. Но, зайдя в дом, он понял, что жена была не одна. И, как вы думаете, кто оказался любовником? Правильно. Тот самый друг, который затаил обиду на Николая. Как оказалось, он уже давно, именно с тех пор, как Николай стал капитаном, начал ухаживать за его женой. Потому Николай и не мог его разыскать. Тот запретил родителям говорить, что живет в соседнем городе. «Ну что ж», — решил Николай, — жена сама сделала свой выбор. Скандалить и драться он не стал. Собрал спокойно вещи, оставив любовников наедине. Поехал в гостиницу. На следующее утро Николай проснулся разбитым, но немного поразмыслив, пришел в себя. В конце концов, он капитан, и у него железная сила воли. Гораздо больше его интересовала судьба детей, которых они нашли в таких странных обстоятельствах, чем судьба неверной жены. Николай пошел в больницу. Как раз сюда привезли детей. Они уже пришли в себя.
и Николаю было очень интересно, что они ему расскажут. Их звали Артем и Катя. Они были погодками. Жили со своими родителями в соседней деревне. Жили бедно, почти в нищете, и главным желанием родителей было разбогатеть. Только о деньгах они и говорили. Вполне возможно, Бог услышал их молитвы, а может и не Бог, а кое-кто другой. В общем, так или иначе, однажды они получили наследство от какого-то дальнего богатого родственника. С тех самых пор только раздор и ругань поселились в их доме. Родители никак не могли поделить, что и кому из них достанется. Может, они изначально не были хорошими людьми, а может, долгие годы нищеты превратили их в алчных монстров. Мать переживала, что отец все спустит на выпивку. Она даже не понимала, что у него здоровья не хватит столько денег пропить. А отец, конечно, желал получить деньги, чтобы жена не спустила все на одежду. Так они и спорили, пока, наконец, Артем не сказал им, что хватит ругаться, все равно потом деньги достанутся ему с сестрой. И зачем он только это сказал? Зерно сомнения посеялось в головах родителей. Люди, ослепленные богатством, уже не являются на самом деле людьми. Родители решили, что дети хотят их ограбить и отнять наследство. Тогда они поступили очень просто, по их мнению. Они решили избавиться от конкурентов. Детей посадили в лодку и, не обращая внимания на слезы, вывезли на тот необитаемый остров. А что? Никто не увидит, никто не найдет, а если найдут, будет уже поздно. К тому же они всегда могут сказать, что дети сами туда заплыли. Несколько ужасных дней Артем и Катя провели на острове без воды и еды. Когда силы уже покидали их, в расщелине между камней они нашли старый гроб. Он был пустой. Некогда было думать, куда делся его хозяин. Гроб был единственным, что было деревянное на острове и могло держаться на воде. Они легли в него, прикрылись крышкой и отдались воле судьбы. Вскоре сознание их покинуло. Николай слушал детей и был просто в ужасе. Он не мог допустить, чтобы этих детей после больницы отправили к их алчным родителям. Николай сделал все, чтобы их осудили за жестокое обращение с детьми. С наследством поступили так. Не вдаваясь в подробности законодательства, деньги было решено поделить пополам между детьми и заморозить, пока им не исполнится по 18 лет. Когда Николай приехал домой, жены там уже не было. Ему было не очень интересно, куда она отправилась. Ему было гораздо интереснее другое, что будет с Артемом и Катей. Он подал заявку и усыновил их. Дети с радостью переехали к капитану, который их спас. Николай переговорил со своими детьми, и они оказались не против, чтобы у них появились еще брат и сестра. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.